Затем Анатолий Петрович был подключен к решению ядерной проблемы, которая была самой актуальной в тот период времени для нашей страны. И вот эту актуальную проблему он решает. И наиболее характерным методом работы Анатолия Петровича, мне кажется так, все время поиск того, как на базе новых физических знаний, которые появляются, естественно, в лабораториях, как перекинуть мостик к практике, к инженерному устройству. Вот поиском нового в физике и мостика к практике, вот характеризуются, по-моему, все шаги Анатолия Петровича. А в основном он борется всегда за. Он борется всегда за новую идею, за данное предложение, за данного человека. И вот эта борьба «за» оказывается всегда весьма конструктивной. Ну, например, когда речь шла о создании атомных ледоколов первого, второго и третьего, то это сейчас нам кажется, что, ну, конечно, очевидно, мы Северный морской путь освоили, блестяще, круглогодичную навигацию можем обеспечивать теперь так. Но это не было таким очевидным тогда, когда это замышлялось, потому что это было очень дорого, а потому что на Западе никто такого ледокола еще не имел. А будет ли он плавать, а каких денежек это будет стоить, а настал ли момент времени, когда это нужно делать. Все эти вопросы задавались, и были прямо и писанные, и устные высказывания, что это и не нужно, или не сейчас нужно, и так далее. И Анатолий Петрович потратил огромное количество усилий для того, чтобы доказать, что это нужно, и это нужно именно нашей стране, и что это нужно именно сейчас, и так далее. Понимаете, он чрезвычайно отзывчивый человек к государственным делам. Ведь много есть знакомых мне специалистов разного класса, разного уровня, которые сделали очень важные для государства дела, но все-таки в силу своей увлеченности данной проблемы. Они и были увлечены, они прекрасные специалисты. И решив эту проблему, они помогли там, своей отрасли промышленности или государству. Но начинали они делать из собственного интереса к этой проблеме. Анатолия Петровича тоже очень много интересует. У него всегда есть собственный научный интерес к той или иной проблеме. Собственная точка зрения научная, как объяснить то, что он увидел или услышал. Но при этом он чрезвычайно отзывчивый человек к тому, что возникает вдруг в государстве. Касается ли это энергетических проблем, касается ли это проблем материаловедения, металлургии, здравоохранения или продовольственной программы. Он всегда ищет какие-то пути, чем бы он лично и ближайшие его товарищи, его институт могли быть полезны стране вот для того, чтобы эту проблему решить. Он чрезвычайно доброжелателен. Вот доброжелательность – это одно из его основных качеств, которое просто, знаете, автоматически передается людям, которые с ним встречаются. Как это происходит? Честное слово, я не знаю. Там через какие флюиды, которые сам Анатолий Петрович отрицает, насколько я понимаю, вот эти способы передачи информации. Но эта доброжелательность всегда передается людям, которые начинают с ним вместе работать. Эта простота такого сорта, которая бывает только у людей очень наполненных, очень правильно, что ли, живущих. Вот такая простота. Когда ему не нужно никакой внешней атрибутики для того, чтобы проявить свое знание, свое понимание. Не нужно никакого протокола, ничего не нужно внешнего, потому что суть того, чем он занимается, она достаточно сама по себе интересна, достаточно высока, и никакая, так сказать, вся мишура мешающая проявление этого, она не нужна. Вот такой простотой, мне кажется, он прост.